с вами Вероника. Сегодня у нас очень интересный расклад, который называется «Мой внутренний маг». Будет 3 варианта: белый, белый и, конечно же, белый. Определяйтесь, кому какой камушек нравится. Сегодня у нас капитан очевидность при выборе. Так мне захотелось. Значит, так и будет. Смотрите, по объявлениям у нас с завтрашнего дня, то есть с 1 апреля, я буду вести рубрику «Прогноз на день» в такой замечательно веселой и забавной социальной сети, которая называется TikTok. Почему там? Потому что там. Потому что более всего удобно это. По поводу своего инстаграма я еще все в процессе разработки этого всего. Не так быстро получается, как хотелось бы, но мы движемся. Короче говоря, кому интересно вот это вот тематика, да, скажем так, чисто для себя, какие-то почерпнуть намеки из пространства, то, пожалуйста, переходите, подписывайтесь. Если кто не пользуется данным приложением, то я постараюсь, конечно, в Facebook на своей группе, короче говоря, выкладывать. Также, скорее всего, что буду и в своем телеграм-канале опубликовывать эти видео с ежедневным раскладом, да. Там не совсем карта дня будет, да что ж такое, где же эта карта, которая мне нужна. Не совсем карта дня. В общем, как будет получаться, будем смотреть по ходу. Вот, наконец-то она. Вот этот сигнификатор для нынешнего расклада на сегодня. Мой внутренний маг. Посмотрим, в каком вы ресурсе. Посмотрим. Пусть она тут полежит. Хочу взять оракул теней. Все-таки на нем тоже подсмотрим, да? В каком вы ресурсе по 4 стихиям, девочки и мальчики, смотрим? То есть это действия, мысли, эмоции и, естественно, мир материальный. Те же денежки, тоже проявление себя. Давайте все-таки вот так вот я сделаю, чтобы вы совсем уж не путались, да, не переживали, так сказать. Вот 3 варианта. Определяйтесь. Итак, буду я смотреть по... Вот это 2, да, вот это будет 3. Это мы раскроем под конец. В общем, 1 вариант сюда положим. Что стоит за вашим внутренним магом? Пусть будет эта карта сюда у нас идти. Итак, 1 вариант – ваш внутренний маг. Даже вот так я сделаю. Итак, давайте посмотрим, ребят. Вот, теперь я определилась, теперь мне комфортно. Давайте посмотрим, начнем с того, на что вы сейчас держите опору для того, чтобы действовать.
слава, ловкость, сотрудничество, известность, благородство, новые приобретения в дружбе, в работе, в профессии. Возможно, кто-то коммерцию создает свою какую-то. Куда планируете действовать? А во все, что вам будет приносить сердечный покой. Вот куда и во что вы действуете, ребят. Вы хотите, чтобы у вас было совершенство текущей ситуации, чего бы она ни касалась. Здесь полнота в любви и в дружбе людей, понимаете? Здесь вот как-то сотрудничество больше, да? Так, смотрим, что у вас там на ментале, в мыслях, идеи и тому подобное. Вы от чего-то закрылись. От чего закрылись? От какой-то своей власти, от каких-то своих побед. Вы человек, который максимально может достичь цели, любой поставленной. Здесь по менталу, по мыслям вы как-то вот в чем-то притормозили. И масть, смотрите, да, масть мечей и выпала. То есть здесь по менталу как-то вот вы отступили от чего-то отказались. Может, вы просто переходите на новую должность, на новую фирму. Пожалуйста. Так, теперь я хочу посмотреть Пентакли. Что нам Пентакли говорят? А Пентакли говорят, что дружба, любовь, мир, жвачка, ясность, гармония, честь. Ваши сотрудники новые будут преданы в вашем деле, либо там, где вы, ну, по найму идете работать. Все, ну, хорошее окружение. Понимаете, здесь вы будете знамениты и известны. Здесь как будто вот люди, которые вас будут окружать на этом новом вашем поприще, они будут вас уважать, ценить вас. Вот что мне хочется сказать, ценить вас. Если там, откуда вы ушли, вам приходилось, знаете, доказывать, отстаивать, ругаться там и тому подобное, то здесь, наоборот, к вам будут люди идти сами. Вы будете помогать решать проблемы и показывать искренность своих чувств. Это будет нравиться людям. Давайте я вот так скажу. Ну да, слушайте, Солнце, Император, ну, старшие арканы по пентаклям, вообще все отлично. То, что выбрали, не сомневайтесь, сила, стабильность, полномочия, которые вы получите, ну, они вам известность и славу принесут. Здесь кто-то, ну, на физике оставил работу, ушел, допустим, в практиков. Может и такое быть. И здесь защита у вас, если на физике, да, новая работа, должность, здесь покровитель у вас есть. И давайте теперь посмотрим по эмоциям. По эмоциям. Что у вас там в чувственной сфере? Тоже рост. Тоже рост, ребята. И смотрите, вам эту радость и этот рост приносит в пространство новые люди, новое сотрудничество. У вас здесь нравственное обновление. Посвящение идет, да, в новое. От чего-то вы исцеляетесь. Вот здесь перемена места, работы, деятельности. Ну,
Ну, здесь связь с родом восстанавливается. Может, кто вообще уезжает в другое место, да, в другую страну. Здесь духовное возрождение и переход к совершенству, ребят. Ну, это мы отодвинем, так как мы смотрели. Еще хочу. Избыточной нагрузки не поддавайтесь, да, понимаю, что хочется сделать все сразу, но будьте осторожны. И еще момент, фальшь-обман может где-то выстреливать, какие-то люди будут двулично и вероломно к вам относиться, захотят с вас только поиметь, будьте бдительны на своем пути. Тот, кто будет вас вводить в угнетенное состояние, гоните с санными тряпками, да. Это просто будут ваши уроки. Здесь прям подарки, наследство, новое знание от рода, смена места жительства. У вас идет награда, и положительный исход все равно будет. Может, у вас были вот фальшь, обман, двуличие, значит, вы от этого уже ушли, потому что здесь больше радости, понимаете? Здесь акцент на радости. Так что вот внутренний ваш маг. Ушли от чего-то, от каких-то мыслей о прошлом, да, от каких-то вот таких вот моментов, которые вам мешали, ну, в продвижении дальше. Новые люди вас окружают. Так что первый вариант у вас здесь довольно-таки все прекрасненько, прекрасненько. Давайте посмотрим, что у вас здесь. Ну, смотрите, карта Бога, плодородие. Дальше ничего докладывать даже не нужно здесь. Здесь становление личности на новом уровне идет. Квантовый скачок, хочется сказать, по энергиям у человека. Обрубили старое и пошли в новое. Вот знаете, закрыли главу своей жизни, которая вас отягощала, что бы это у вас там ни было. Работа, личные отношения, семья, друзья. Вот. Избавились от тех людей, которые вас угнетали. Так что вот так вот первый вариант у вас. Мне очень даже нравится, как у вас обстоят дела. Ну а мы будем переходить ко второму варианту. Вот он у нас. Давайте смотрим теперь вашего внутреннего мага, да? Как обстоят ваши дела. Так, на что вы сейчас опираетесь? Что-то новое начинаете. Тоже у кого-то переезд, поездки, путешествия, начало новых дел, начало нового пути, перелеты, перемены. И то, что вы делаете, делаете по сердцу. К стабильности движетесь. Ну, какие-то здесь траты были у вас. Если вопросы с бывшими товарищами, сотрудники, бывшие партнеры, обнуляется ситуация с ними, их влияние как бы, ну, высшими силами не подпускаются к вам. Так, по жезлам. Что у нас там по жезлам? Слушайте, у вас, как и в первом варианте, короче, сердечный покой, совершенство текущей ситуации, полнота в любви и в дружбе, понимаете, здесь то, что вы вы делаете по сердцу, вот так вот, ребят. Ну, о чем здесь еще говорить? Может, даже первый вариант вам нужно посмотреть тоже будет, что-то для себя почерпнете. Хорошо все по жезлам. Так, давайте-ка теперь смотрим по
по мечам, да, что у нас? Еще один рыцарь. Цель поставили. Эта цель очень важна для вас. Здесь новые проекты, ребят. Новые проекты, причем я вам хочу сказать, что поощрения вы за них получите. Новые какие-то приглашения будут вам поступать. Прибытие новостей, прибытие людей в вашу жизнь. Очень важно то дело, которое вы себе наметили, ту цель, которую вы решили воплотить. Здесь движение вперед. И смотрите, все-таки выпал этот засранец, король пентаклей. И если бывшие, здесь от бывших вы ситуации с прошлым решаются, идете в дела. Если это не бывший, здесь я вам хочу сказать, что вы становитесь... Ну, короче, здесь люди могут открыть свое дело. Вы все просчитываете. Вы просчитываете все в своем деле. Как, что, куда, для чего, почему, когда и кому. Да, здесь обмен будет у вас. То дело, которое вы наметили, у вас обмен с людьми будет. И будете собирать плоды своего труда. Хочу я вам сказать. Возможно, долго вы ждали, прежде чем это все начать воплощать в жизнь. Да, там вас отвлекали, хотели, чтобы вы посоперничали, либо вы боялись идти на какие-то риски. Приходилось что-то отстаивать с кем-то. Да. Но я вам хочу сказать, ребят, что вы здесь как будто отчасти больше сами с собой. Знаете, против собственных каких-то страхов, переживаний. Но извне были влияния. Были. Какие-то неожиданные новости вот вы получили и решили, короче, действовать. Да, вы знаете, вы здесь боролись с тем, чтобы много с чем. И защиты себе ставили, и смелость прорабатывали свою, рассматривали свои способности, что вы можете дать этому миру. Ну, как пример, да, где вы себя можете найти, что вам нравится. Но здесь еще вас провоцировали на вражду, на разрушения какие-то. Кто-то не давал вам прийти к вашему прекрасному результату, понимаете? Кто-то нарушал вашу радость, либо даже в треугольники хотели втащить. Не хотели, чтобы вы обучались, управлять вами хотели. Ладно, здесь уже дальше пошло, углубляюсь я далеко в это все. Короче, основное вы, я думаю, основную информацию мы, в принципе, рассмотрели. Так, теперь смотрим, что там по пентаклям. Возвращаемся к вашей цели. Вы обособитесь от других людей, дабы что-то воплотить в реальность. Ага. И причем четко отстаиваете свои границы для этого. И знаете здесь что еще? Параллельно с этим здесь идут работы на то, чтобы уйти из ситуации застоя, когда у вас были лишения. Какие-то женские трудности, женские проблемы, отсутствие любви, возможно. Вот эти моменты все закрываются. Но вы здесь человек, понимаете, я по
в пентаклевую сферу смотрю, а мне показывают мечи. Здесь вы по менталу хорошо работаете. Прям на защите своего детища стоите. Вот что я хочу сказать. Так, по эмоциям давайте посмотрим. Дальновидность у вас отличная. Любовь к своему делу. Конкретно говорите о том, что вам нравится, чего вы хотите, что вам не нравится. Двигаетесь туда, куда хотите. Здесь у вас большая радость в эмоциональном плане. И какая-то оплата. За что? Может, вы что-то продали, может, оплата вашего труда. Да, слушайте, здесь прям какой-то подарок вам. Здесь безопасность вашей собственности, то есть стабильный доход, стабильный поток денежный. Возможно, у кого-то приобретение жилья в будущем, но это в будущем, ребят, это не совсем скоро. Не скажу, что и много лет пройдет, нет. Но вы меня, я думаю, услышали. Придется потратиться прилично на это, ребят, у кого проект. Но это уже, понимаете, вы здесь строите планы, хотите этот проект воплотить в реальность, держите все это в секрете. Потратиться вам нужно будет, но вы прекрасно знаете, что это вам принесет радость, успех, изобилие и, понимаете, и плюс новые люди. У кого-то покупка квартиры, у кого-то открытие своего какого-то дела. У кого есть дело и квартира, может покупка машины быть. Может еще филиал открываете, да, или же еще где-то себя пробуете. Вот, допустим, у вас кофейни были, вы решили открыть ритуальные услуги, да, ну это я так, конечно, шучу, хотя возможно и такое, потому что здесь в этой колоде вот эта карта означает могилу и гроб, понимаете? И вы четко не хотите показывать, что вы там запланировали. Что вы запланировали? Траты будут серьезные, возможно, даже где-то больше, чем вы предполагаете сейчас. Здесь, ребята, переезд. У кого-то это может быть в прямом смысле слова, у кого-то просто смена энергий, да, смена, ну вот все то, что я озвучила, новое будет. Власть в ваших руках, но ненужные траты можете совершить, и будьте вот начеку. Волнения материального характера будут. Вот смотрите, чтобы не было препятствий у вас из-за чрезмерных ваших амбиций. Того, чего вы добились по праву, но, ребята, смотрите, тут с гордыней моменты, пожалуйста, да? По поводу того, что вы добились успеха, это все замечательно и хорошо. Но я вам хочу сказать, что вы как будто движетесь вперед, но при этом пятясь назад, понимаете, вы идете спиной. Вот почему-то мне еще эта фраза идет. Тут главное... Угу. В иллюзии не впадайте, пожалуйста. Вам предупреждения будут даны по этому поводу. Еще есть человек, с которым вы связаны. Он каким-то образом
предоставляет вам некие услуги, либо будет предоставлять. И что от этого человека? Но этот человек хорошо, ну, классно, хорошо, все, но он вам помог выйти из какой-то ситуации интересной, ну, то есть там, где вам было тяжело, где вам мешали, где вам приходилось в сопротивлении все время находиться, да, вы, вот благодаря этому человеку вы финального успеха какого-то достигли. Он вам помог продвинуться, и вы так резко хоп-хоп-хоп, и немножечко в гордыню да подушли. Может, это вы даже к практику обращались, здесь человек вам в гармонию привел вот эти все магические моменты, да, может, на вас влияние были, подубрали это все. Причем от какой-то женщины эти влияния были, и вы тут немножечко звезд с неба да поднахватали. Вот в этом аспекте проработайте, пожалуйста, себя. Вот эти вот иллюзии, фантазии. Короче говоря, вот так вот. Так. По эмоциям я уже посмотрела, в принципе, да, насколько я помню. Да, посмотрела. Тут такой интересный аспект, конечно. Может, где-то вы не проявите, знаете, как в дисбаланс некий уйдете. Глубоко так все, и много потоков. Ладно, я уже копать не буду, что у вас там дальше. Давайте посмотрим, что у вас здесь. Ну, вам магия помогла достичь определенных успехов и поможет дальше. Но я хочу здесь еще посмотреть эту карту более детально. Здесь связь с родом вам помогает хорошо. Да, здесь прям вознаграждение будет. Дорога, переезд, что-то вы должны будете выбирать в вашей жизни. Смотрите, с кем-то в любом случае вам придется оборвать отношения и что-то почистить еще в своем пространстве. Для некоторых информация здесь, знаете, какого толка? Идти ли на сотрудничество с силами? Не обязательно, что это кладбище, здесь даже другие есть аспекты. Идти ли на сотрудничество с силами? Вот так вот, второй вариант. И теперь мы переходим к третьему варианту. Давайте-ка посмотрим, что здесь у вас с внутренним магом. По 4 стихиям. Так, третий вариант.
на что опираетесь? На внутреннюю силу, отлично. На энергию, на работу. Здесь у человека ум, который побеждает темную силу. Вы активны. Управляете своими поступками. Защиты в хорошем состоянии. Здесь сотрудничество с родом. Здесь прям кто-то хорошо наладил связь с родовой системой, со своей. И вот на это вы теперь опираетесь. Так, куда движение идет? В женщину, которая четко отстаивает свои границы. Сюда я положу эту карту. Да, здесь королева мечей, здесь и тоска, и вдова, и некое бесплодие, и лишение, и разрушение, и с кем-то разлука может проигрываться. Отсутствие второй вашей половины, да, какие-то трудности именно женского плана. Какой-то траур. Но дело в том, что здесь при этом все... Вы человек, который отстаивает свои границы. Вот так вот. По менталу. Ой, здесь работа на ментальном уровне идет всем полным ходом, да? Прям трудитесь, не покладая рук. Подготавливаетесь к чему-то. Да-да-да, здесь, ух ты, елки-палки как. Здесь у вас переход прям, ребята. Здесь у вас переход, видимо, на новый уровень. Да. Новые вибрации, новые энергии по сотрудничеству с родом. Новые к вам охранцы приходят. У кого-то тоже здесь прям новая работа. Новая работа, новое место. Но больше по энергии мне идет, хоть убейте. Здесь становление практика. Все остальное из того, что говорю, на бытовой уровень, пожалуйста, подстраивайте сами. У кого с интуицией окей, а здесь должно быть окей, те прекрасно выхватят информацию, которая нужна именно вам. Так, пентакли. Какие-то потери. Крах, разочарование у вас идет. Какие-то неприятности и отчаяние, ребят. То есть связь с родом окей, а на физике получается, вот, пожалуйста, да-да-да. Приходится много тратить. Здесь тройка мечей, здесь обман и хитрость могла быть, манипуляции, треугольники. Куда-то вы потратились, или энергетически, или деньги, может, кредиты могут у вас быть. Но вот что-то здесь по пентаклям, конечно, не очень у нас. Смотрите, одни мечи. Возможно, вы на ментале должны отстаивать сейчас, да? Простраивание защит идет, когда вы должны отстаивать свои блага, да. И здесь на вас крадники цепляют, ребят. Крадники, короче говоря, не хотят, чтобы вы сотрудничали с новыми людьми, чтобы у вас не получалось. Власть, закон хотят, чтобы не были на вашей стороне. Очень много клеветы в ваш адрес. Здесь, возможно, тоже практик. Дело в том, что ваш недоброжелатель невозможно, а точно хочет, чтобы вы получали только плохие известия, чтобы были большие неприятности. Клеветы очень много в вашу сторону. Хочет кризиса и
прям непреодолимых препятствий для вас. Возможно, вы с этим человеком даже сотрудничали. От него же вот это все и пришло в вашу жизнь, понимаете? Кто он там, смотрите сами, практик или бывший, возможно, и бывший может быть, потому что здесь королева мечей, король мечей, пара. Поэтому, ребятки, смотрите, это вот как-то вот так вот я даже оставлю вот эти. Он, как знаете, закрывал и закрывает все, что должно быть в ваших руках. И вы здесь отстаиваете свои границы, связь с родом налаживаете. Ну, короче говоря, боретесь. И я вам хочу сказать, ребят, что боретесь довольно-таки неплохо. Вам эта ситуация с вот этим персонажем для вашего духовного роста, для того, чтобы вышли вы на связь со своей родовой системой, отвернувшись от этого человека, уйдя от этой ситуации. Вы учитесь отстаивать свои границы, налаживаете связь с родом и идете. То есть, смотрите, планировать что-то пока по пентаклям рановато. Здесь вы решаете вопросы с менталом, вопросы с отсечением, с чистками, ну и тому подобное, короче говоря. Так, эмоции, что там у нас в эмоции? А в эмоциях у вас ясность, вы поняли, что вы побеждаете. И вот смотрите, по пентаклям рано, но планы вы уже наметили, и ваши мечты уже начали каким-то образом воплощаться в реальность. Публичные почести, а люди, они не хотят, чтобы вы сотрудничали с другими людьми, чтобы было внимание от людей, чтобы подарки там и всякие штуки люди к вам несли, да. Они как будто вот этот чувак, мужик, он, знаете, бдит за вашим благосостоянием, чтобы, не дай боже, у вас не было больше, чем у него, а у вас по итогу, я так предполагаю, будет. Здесь у вас будет с помощью людей, других людей, вы достигнете всего, чего вы хотите. Препятствия, да, будут, ребят, но подарки, наследство от высших сил ожидайте. Вы достигнете своего совершенства, положительный исход будет любой вашей ситуации, награду вы получите. У кого-то даже наследство. Что-то вы завершите и новое начнете. Неожиданное продвижение у вас будет, ребят. И смотрите, и одновременно будет идти продвижение в духовном аспекте и в материальном. Через учение, через мудрость, через внутренние проработки, через то, что вы возьмете власть в свои руки. Здесь становление, практика идет. То есть становление личности, которая живет в осознанности, если кто не практик. Называйте это как хотите. Оккультизм, интуиция, пожалуйста, здесь еще над родом все это у нас. Вы будете сужать круг своего общения, то есть будете фильтровать тех, кто будет попадать в поле к вам, в ваше пространство. Вот третий вариант, я вас поздравляю. Все у вас будет. Туз пентаклей, король пентаклей, девочки, мальчики. Закрывают колоду вот такие карты. По третьему варианту обширнее всего, но здесь все предельно ясно. По второму там много каких вопросов. Так, что у вас? Истины открываются, ребят. Третий вариант. У вас здесь открываются истины. Уточнять ничего не буду. Все и так, думаю, всем понятно.
Так что я вас поздравляю, третий вариант. У вас все вообще замечательно и чудесненько. Вот так. Девочки и мальчики, я вас благодарю за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, делитесь историями. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Заходите, не знаю, как это назвать. В принципе, в телеграм-канале я это буду дублировать. Но кому удобно, заходите в ТикТок. Посмотрите, как там у вас, будет ли резонировать по прогнозам на день. Ну а на сегодня я с вами, как всегда, прощаюсь и желаю вам добра этого мира. Пока-пока всем.